Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вас шокирует? А может быть, что вас шокирует? Как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива записывайтесь, телефон под видео. Знаете, у кого-то может сейчас проиграться такое реальное состояние одиночества. Вот первая же карта у нас отшельника, да. У кого-то это сейчас может проиграться момент, особенно если вы недавно разошлись, то есть вам больно, вам печально, вам тоскливо. Вы сейчас, может быть, находитесь в таких энергиях, конечно же, из-за женщины. Женщины, которая, довольно сексуально активная, привлекательная, такая женщина-огонь. У кого-то это может проиграться, что было раньше такое состояние, когда никого не хочу видеть, не хочу слышать. Все из-за любви, все из-за предательства, из-за потерянной любви. Это ситуация, когда, знаете, вот ваша любимая женщина, ваша королева превратилась в реальную снежную королеву, да? Из той вашей такой императрицы она стала снежной королевой. Я не буду сильно углубляться, да, как всегда, вот, ребят, чтобы не бередить ваши раны, просто коротко сказала, что в вашей жизни был такой эпизод. Несмотря на то, что вы человек очень любвеобильный, вы не будете никогда заводить отношения лишь бы с кем. Вот, да, есть такие мужчины, да и женщины, которые с первым попавшимся, да, и в койку прыгнут, и будут куролесить только так. Это не про вас абсолютно. Вы человек, который очень ценит любовь, очень ценит отношения. Вы цените даже взаимность, скорее, я бы сказала. Для вас важна отдача в отношениях. Не так, что игра в одни ворота. Вот вы вкладываетесь, вы стараетесь, а она только принимает. Вы это уже наелись, правда, ребят? Напишите в комментариях. Знаете, вот вы будете обходить десятой дорогой женщин эмоционально холодных. То есть, если вы, вот, допустим, будете знакомиться, возможно, уже у кого-то и была такая ситуация, что вы знакомитесь, и вы понимаете, что какой-то, холод реально веет от нее, что она какая-то, не эмпатийная, она, не теплый такой, знаете, не солнечный человечек. Это всегда чувствуется, всегда. Вы не будете больше смотреть на какие-то сказки женские, вы не будете слушать их, вы только будете смотреть на действия. Напишите, ребят, все-таки вот вы после ваших вот разрывов, да, после развода, вот все-таки вы теперь обращаете больше внимания на женские поступки или нет? Вот напишите, давайте маленький опрос сделаем, не ленитесь, ребят, напишите все, кто смотрит. Вот вы больше обращаете внимание или же нет, или вам все равно? Вы человек такой правдолюб и правдоруб. Это две разные вещи, то есть вы можете, резать правду матку в лицо, не боясь о последствиях. Можете даже начальнику сказать вот всю ту правду, что вы думаете, даже если начальнику это не понравится. Из-за этого вы можете конфликтовать с некоторыми людьми, потому что многие люди правды ведь не любят. Вот мы всегда, да, по жизни стараемся, вот мы боремся за правду, правда превыше всего. Но когда человеку будут постоянно говорить правду, эта правда может очень не понравиться, ведь правда ведь? Вот такая немножко тавтология вышла, но тем не менее смысл вы поняли, да? Вы очень такой, знаете, смелый человек. Я думаю, что даже особенно по молодости, вот кто был раньше, возможно, вы занимались какими-то, то ли это единоборство, какой-то вид спорта, где вот, реально вот, типа карате, там, я не знаю, тэквондо, вот эти все самбо, да, их очень много.
Ну, то есть вам не страшно встретиться с какой-то там толпой. Да, вы, может быть, уже не в той спортивной форме, но то есть навыки у вас есть. Вы можете пойти один против толпы. Но другое дело, что, конечно же, это раньше вы могли быть победителем, да, если вы пойдете один против толпы, потому что были помоложе, были навыки больше отработаны, а сейчас уже скорее вы это забросили. Просто некоторые на автомате уже, может быть, приемы карате остались, да. Опять же говорю, это у некоторых, потому что это общий расклад. Я вам скажу, что вам очень нравятся ухоженные женщины. Вы, в принципе, и за собой сами следите. Сказать, что вы неряшливый, ну никак я не могу этого сказать. Даже у кого-то может проиграться некая такая педантичность, да, вы любите, чтобы все стояло на своих местах, чашечка, ложечка, кружечка, чтобы все было на своих местах. Это иногда, знаете, воспринимается окружающими как какой-то пунктик, да, что вот ты повернут на чистоте. Но, тем не менее, этот момент у вас тоже есть. Вы человек, который живет исключительно чувствами и эмоциями. Вот почему я говорю, что вы не пойдете направо-налево, потому что для вас важно, ну, как минимум, хотя бы влюбиться в женщину, да? Иначе для вас постель не постель будет, если вы вот, ну, чисто на автомате, да, вот просто как тузик грелку, да, почпокал и все. Но это не то пальто, и вы это прекрасно все понимаете. Что еще в двух словах? Кто-то из вас, может быть, реально вот все чаще мне показывает, что связаны с формой, с армией, вот горячие точки, что-то такое. Мы не будем сюда углубляться. Но, ребят, те, кто в горячих точках, я думаю, у вас будет перемещение, какие-то передислокации, будете менять свое местоположение. Ну и, конечно же, там свои чудеса. Но, слава богу, таких опасных карт я не вижу для тех вот именно, кто в горячих точках. Но в любом случае вы берегите себя, потому что будут какие-то передислокации, маневры будут, менять местоположение будете. Давайте теперь смотреть, что же все-таки вас шокирует. Вас, знаете, шокировать, наверное, уже ничем не удивишь, но тем не менее. Что или кто шокирует, да? Во-первых, смотрите, поскольку у нас общий расклад, поэтому здесь может быть шокового шока несколько вариантов. Смотрите, кто-то из вас узнает какое-то такое вранье, которое вас реально вот ну, застигнет врасплох. Это будет какой-то ступор. С чем это связано? Это связано, может быть, с женщиной, либо же которая сейчас с вами, да, потому что, опять же, кто-то живет сейчас с женщиной в отношениях, кто-то нет, у каждого по-своему проиграется. Вы узнаете такой момент, кто-то из вас узнает о предательстве, ребят. Вот говорю сразу как есть. Те, кто сейчас в отношениях, либо же, ну, семья, да, потому что по-разному, кто-то официально, неофициально, узнаете о предательстве, либо же это будут уже какие-то факты, ну такие стопроцентные факты, потому что вы, возможно, уже подозревали свою женщину, но это будет толчком к тому, чтобы разойтись, там, подать заявление на развод, ну в таком плане. Да, будет больно, да, будет обидно. У кого-то может проиграться, что это не обязательно, вот прям вы за руку поймали на измене, узнаете о каком-то серьезном таком вранье вашей женщины. Ну, здесь, в принципе, что то малоприятное. Причем это вас, ну, реально так как-то в ступор загонит, шокирует, когда вы услышите, либо же это увидите, но будет не очень приятно в любом случае. Потому что, знаете, вы такой человек, который будет оттягивать до последнего и расставание, и какие-то, вот знаете, моменты, которые связаны с разводом, допустим, если кто еще не развелся. Но снова у нас выпадает то же самое. Вот то же самое выпадает, да, ребят. Однозначно кто-то из вас узнает о вранье либо предательстве. Причем я вам скажу, что все равно вы будете оттягивать даже после этого. Оттягивать развод, расхождение и все, что сюда можно отнести.
Вот будете оттягивать, что бы вы мне ни говорили. Да, это будет грандиозный скандал, но все равно вы будете как-то пытаться склеить. Слишком сильно любите, слишком как-то вот зависимы. Плюс, зависимые я имею что в виду? Зависимость это материальная, да. Кто-то не захочет квартиру делить, кто-то не захочет там, может быть, банковские счета, машины и так далее. То есть даже если вы узнаете о предательстве, кто-то из вас не захочет даже в этом случае разводиться, вы просто будете окончательно и бесповоротно уже жить как соседи. Разойдетесь, может быть, по разным комнатам и дальше будете сосуществовать, потому что по-другому я точно это не назову. Что еще вас шокирует? Ух ты, это мне нравится больше. Смотрите, в вашей жизни появится дамочка, это будет новое знакомство, она будет моложе вас, она будет, ну, такая мягкая, податливая, такая она, знаете, ну, девочка-девочка. Хотя она уже давно не девочка, она уже взрослая женщина, но она, во-первых, хорошенькая, она очень такая мягкая в общении, от нее исходит настолько такая сексуальность, да, вот на нее смотришь и хочется, вот, ну вот реально, да, ребят, вот есть такие женщины, но на которых смотришь и хочется, вот просто. Я на себе когда-то испытала, вы знаете, ну до смешного доходит. Была когда-то, ну расскажу маленькую историю, да, из своей жизни. Была когда-то на свадьбе там у своих родственников, да, и подходит одна женщина и говорит мне: боже, говорит, на тебя смотришь и хочется. И это женщина, да, думаю, ну это высший пилотаж, если уже женщинам хочется, но это, конечно, это женщина замужняя, замечу, она нормальной ориентации. Поэтому и смех, и грех. Но приятно, конечно, было. Поэтому вот такая дама, но она настолько, вот знаете, сейчас даже вот от расклада идет какая-то такая сексуальность. Вот она настолько женщина-огонь. Таких женщин обычно берут в любовницы. Они будут вам показывать такие элементы акробатики в постели, о которых вы, наверное, даже не думали, не гадали. Эта женщина, она бросится в атаку. Вот почему она вас шокирует, потому что вот как-то при первом же вот знакомстве, может быть, даже при первом свидании, да, я не буду привязываться к месту, где вы познакомились, но она настолько будет пытаться вот активничать в вашем направлении, да, она настолько будет пытаться вас реально охмурить, взять в оборот. Она такая вот гейша, искусительница, ну вот как хотите называйте ее, да. Женщина, с которой могут некоторые из вас, конечно же, зароманить. И это будет такой роман, о котором, наверное, вы и мечтать не могли. У таких женщин обычно голова не болит. Такие женщины готовы всегда и везде. Такие женщины всегда знают, что делать с Бобиком, как его приручить, что он любит, как он любит. Такая женщина, ну, реально покажет высший пилотаж во всех сферах интимной жизни. Поэтому она будет, знаете, настолько вас как-то вот охмурять, ну, явно охмурять. Вы это не то, что почувствуете, вы это увидите. И по ее какому-то такому напору. Вот такие женщины, они могут сами брать телефон у мужчины. Она может придумать все, что угодно, да. Она будет всячески, вплоть до того, что она сама вам, если нужно, она назначит вам свидание. Вот эта женщина, она может изнасиловать, извините, да, вот, но главное не сопротивляться. Вот она может делать все, что угодно. Понимаете? Вы будете в шоке. Вот особенно, если кто дойдет до романа с ней. Потому что здесь такая ситуация, что она будет реально вас добиваться. Она своим напором немножко вас испугает. Она, с одной стороны, вам понравится, да. А с другой стороны, вас испугает ее напор. Потому что такой, знаете, очень активной женщины в вашей жизни, ну, либо же очень давно не было, либо вообще не было. Поэтому еще раз говорю, очень вероятен любовный роман, но это такой будет бурный страстный роман, когда ломаются кровати, когда соседи выходят нервно покурить и тому подобное. Знаете, вот я вам все-таки желаю всем
испытать шок в хорошем смысле слова вот с такой женщиной. Потому что и судя по раскладам, и по сигнификациям, я понимаю, что многие из вас действительно соскучились и по страстям, и по красивой такой женской инициативе, по классной такой инициативе, да, потому что многие вот как-то у нас в обществе привыкли, что вот мужчина должен добиваться, да, вот мужчина, охотник, добытчик. Но ведь скажите, ребят, ведь вам тоже иногда хочется, чтобы женщина проявила инициативу, да, чтобы женщина где-то там, ну, скажем так, поприставала, да, местами к вам. Хочется ведь, да, ребят, напишите в комментариях, кто любит, когда женщина пристает, или же вы любите сами проявлять инициативу. То есть у вас будет, смотрите, у кого какой шок будет, у кого с женщиной, у кого не очень приятный шок. Ну, давайте посмотрим еще, может, нам еще что-то покажет. Смотрите, это касается скорее тех, кто все-таки еще один шок. Но он как-то связан вот с первым шоком, который я уже сегодня озвучила. Скорее те, кто вот либо же давние отношения, давний брак, может быть, вы живете. Здесь может еще быть неожиданный разрыв. Да. Это может быть, да, очень неожиданный разрыв. Неожиданный разрыв, когда женщина сама может разорвать отношения. 3 такие ситуации, да. Либо же вы будете оттягивать, либо же у кого-то проиграется, что женщина настолько неожиданно, да, что это будет для вас шок, будет неожиданно, что она придет и скажет: все, я больше не хочу с тобой жить, я не хочу с тобой быть, в таком плане. И то вы будете пытаться все-таки как-то склеить. Вы будете даже вплоть до того, что давать либо же какие-то там деньги, подарки, чтобы ее задобрить. Но опять же, потому что любите. Ну, без любви никуда. Поэтому, ребят, вот такой сегодня у нас был необычный расклад, да, 2 у нас таких шоковых шока было, не очень приятный, но один шок классный, позитивный. Ну, пойдете ли вы на такие ломания кровати, это уже другой вопрос. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!